Всю свою жизнь Дмитрий провел в родном селе. Здесь он родился, пошел в школу, женился. И вот теперь он и сам уже отец двоих сыновей. С самого раннего детства парень был привязан к этому месту. Словно сказочное королевство пряталась их деревня, окруженная со всех сторон непроходимой тайгой. Конечно, тяжело жить вдали от большой цивилизации, но все-таки как прекрасно чувствовать себя неотъемлемой частью дикой неприрученной природы. Здесь просто волшебные виды в любое время года. И даже если ты всю свою жизнь прожил здесь, то все равно не устаешь восхищаться этой красотой. «Матвейка, Миша, вы где?» — крикнул мужчина, вглядываясь между деревьев. Тут же появились две раскрашенные мордашки, выглядывающие из травы. «Мы тут, папа, мы тут в индейцев играем. Всю охоту нам распугаешь». Дмитрий рассмеялся. «Ну и выдумщики. Чего только не придумают». А он сел под березкой, зажав зубами сорванную травинку. В голове всплывали мысли из прошлого, и все они были неразрывно связаны именно с этими местами. Удивительно, но ведь даже со своей будущей женой он познакомился именно здесь, в тайге. Он вспомнил их первую встречу. Дима тогда с утра пораньше самовольно ушел в лес, желая собрать к завтраку немного свежей клубники, чтобы порадовать маму. И вот берет он ягоду и слышит, как кто-то смеется над ним. Поднял парнишка глаза никого, но стоило только отвернуться, опять зазвучал хрустальный смех незнакомки. «Кто здесь? Выходи, выходи, если не трус!» — крикнул он, поднявшись на ноги. И тут из-за дерева вышла девочка в легком летнем платьице и голубой лентой, вплетенной в косу. Так они и познакомились, начав дружить с самой школы. Удивительно, они учились в параллельных классах. Но Дима почему-то раньше никогда не видел ту, которой суждено было стать его судьбой. «Папа, папа!» Крики детей заставили Дмитрия вернуться в реальность. «Что случилось?» Поднявшись на ноги, спросил он. «Там, папа, пошли, сам увидишь». Схватив отца за руки, мальчишки потащили его в лесную чащу. А через некоторое время Дмитрий увидел волка-подростка, угодившего в капкан. Он рвался изо всех сил, раздирая лапу в кровь. Он выл, скулил, но стальные челюсти не желали выпускать его на свободу. «Так, тихо, не подходите!» Тут же серьезно предупредил Дмитрий своих отпрысков. Он ведь прекрасно понимал, что волк даже в таком состоянии — это смертельная угроза. «Ты поможешь ему, папа?» Едва сдерживая слезы, спросил Матвейка. «Смотри, смотри, у него кровь вся вытечет, и он умрет, если ты не поможешь», — добавил Миша свой аргумент. «Да, да, сейчас попробуем», — буркнул Дмитрий. «Только вы смотрите, не подходите близко, чтобы не случилось», — грозным тоном наказал он сыновьям. А те послушно закивали головами. Дмитрий осторожно начал приближаться к волку. Тот оскалил свои клыки, предупреждая человека, чтобы тот даже не вздумал приближаться. «Хороший, хороший», — ласково приговаривал Дмитрий. «Ну что ты, глупенький, я же тебе помочь хочу». Мужчина вытянул руку, давая волку обнюхать себя, показывая тем самым, что не представляет для него никакой опасности. Настроение волка тут же изменилось. Он перестал рычать и снова заскулил, словно жалуясь, в какую передрягу угодило его вляпаться. Дмитрий потрогал волка, чтобы тот окончательно понял, что он хочет ему всего лишь помочь. А мальчишки с восторгом наблюдали за отцом, как бесстрашно он трогает дикого волка, способного одним лишь движением своих грозных клыков разорвать ему горло. «Матвей, Миша, найдите палку хорошую. Капкан рожать нужно», и мальчишки тут же кинулись кто куда в поисках необходимого. А Дмитрий непроизвольно улыбнулся, отметив про себя, как забавно выглядят его сыновья в боевой индейской раскраске и палками наперевес. Через некоторое время Дмитрию таки удалось освободить таежного пленника. Он с опаской поднялся на ноги и, не отводя взгляда, начал медленно пятиться. Волк тоже не спешил уходить, и более того, он так и остался стоять, поджимая травмированную лапу, с которой продолжала капать кровь. «Папа, гляди, как он на тебя смотрит», — обратился Матвейка к отцу. «Так, а чем же я ему помогу?» — изумился Дмитрий. «Я же не доктор. Когда я заболел, ты же меня водил», — внес свое предложение Миша. Дмитрий рассмеялся. Однако он прекрасно понимал, что если не остановить кровь,
то скоро волка покинут последние силы, а это означает лишь одно — смерть. «А если он меня съесть попытается?» — спросил он у сыновей. «Да ты что, папа, он же не глупый», — рассмеялись ребятишки. «И то верно», — подумал про себя Дмитрий, — «он-то не глупый, а вот я, похоже, совсем умом тронулся». И, взяв с собой платок, чтобы хоть как-то замотать рану животного, он направился к волку, а тот как будто того и ждал. Теперь он даже не скалил зубы при приближении человека, а напротив, он пригнул голову, показывая, что полностью ему доверяет. Дмитрий завязал раненую лапу животного и, помолившись про себя, поднял его на руки. Волк был еще молодой и не крупный, однако килограмм 20-25 уже весил. Нести зверя еще и по лесным тропам это было совсем нелегко. Дмитрий весь взмок, пока дотащил волка до местной ветеринарной клиники. Молочко. Он посадил волка на смотровой стол, а сам, обливаясь потом, навалился на стену, чтобы отдышаться. «Это же волк», — с ужасом констатировал Палыч, глядя, какого пациента принес ему Дмитрий. «Волк?» — согласился Дмитрий. «Ничего не знаю. Палыч, давай лечи, иначе всех своих спиногрызов на тебя натравлю». Он указал на двух маленьких индейцев, ожидающих, когда же их питомцу окажут помощь. Было видно, что опытный ветврач опасается подходить к своему пациенту, но все же он справился с волнением и выполнил свою работу. Лапа оказалась не сломана, хотя и здорово травмирована, но после обработки раны, по уверению палача, никакой опасности больше не представляла. Эту ночь волк провел у Дмитрия во дворе. Мальчишки накормили его вкусным ужином, а на утро он ушел, на прощание огласив окрестности протяжным и благодарным воем. Мальчишки махали ему руками, а Матвейка опять не мог сдержать слез. Прошло больше года. Мальчишки по-прежнему давали волю своим фантазиям, резвясь на здешних просторах. Но в этот вечер даже для них они уж слишком где-то загулялись. Да где же они могут быть? А со слезами на глазах обращалась жена к Дмитрию. Неужто в лесу заблудились? «Бери фонарики и пошли», — решил наконец Дмитрий. Больше ждать не было смысла. И было понятно, что что-то произошло. «Ухо влетит же нам с тобой», — Матвейка, сидя на бревне посреди леса, сказал Мишке. «И пускай, лишь бы домой вернуться», — всхлипывая, ответил тот. И тут он вдруг перестал плакать и замер. «Ты чего?» — удивился Мишка. «Гляди», — указав пальцем, ответил брат. Миша посмотрел в указанном направлении, и его словно прошило током. Прямо на них из темноты смотрели два горящих глаза. Мальчишки инстинктивно обнялись, прижавшись друг к другу и ожидая своей участи. Но тут из чащи к ним вышел крупный волк. Он не скалил зубы и не пытался напугать мальчишек. Он просто принюхивался, будто вспоминая что-то из прошлого. «Да это же наш волк, которого мы с папой спасли тогда. Помнишь?» — радостно крикнул Миша. На лице Матвея тоже расплылась улыбка. Теперь они оба поняли, что им ничего не грозит. Темнота уже совсем опустилась на тайгу, но двое маленьких людей бесстрашно шли за своим провожатым. Совсем скоро они услышали голоса родителей и мелькающие между деревьев фонарики. Мы здесь!» — закричали мальчишки и тут же радостно кинулись навстречу родителям. «Папа, мама, нас волк спас», — сообщили они. «Да что же еще за волк?» Да все еще обливаясь слезами и прижимая детей к себе, произнесла их мать. «Вон тот самый волк», — произнес Дмитрий, указывая на близлежащие деревья, между которыми виднелась фигура взрослого животного. «Тот самый», — с благодарностью и любовью повторил Дмитрий, желая хоть как-то отблагодарить умного волка. Конечно, кажется, что подобное может произойти только в рассказе. Но если посмотреть реальные истории, то там происходят порой такие вещи, в которые невозможно поверить. Редко, но происходит. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.